Я обещала себе поделиться своим опытом прохождения випассаны второй раз. Причем этот курс я проходила в Новой Зеландии, ну так же, как и первый раз, собственно говоря. Моя первая випассана или випашана, как называют в Индии, проходила в 2016 году, и сейчас, 8 лет спустя, я почувствовала, что я готова, точнее даже, что мне нужна вторая випассана. И, в принципе, я не ошиблась, потому что во время первого курса, хотя и даются определенные инструкции, и можно очень многому научиться, но все же во время второго раза человек идет уже туда более осознанно и уже представляет, что вообще из себя представляет весь этот 10-дневный курс, что можно от него получить, и инструкции для old students, ну, для старых студентов, старших студентов, я не знаю, как их перевели на русский язык, этот термин, но для тех, кто уже прошел первый курс и посещает следующие, для них даются немного другие инструкции, не как для тех, кто приходит туда в первый раз. Ну, во-первых, если кто-то смотрит это видео и ни разу не посещал випассану, то, наверное, я немножко остановлюсь на том, что вообще из себя представляет этот курс, чисто с организационной точки зрения. То есть это 10 дней, когда человек живет в уединении, ну, я бы не сказала, что это полностью уединение. То есть люди как бы не общаются друг с другом, вот, и вообще не разговаривают, друг на друга не смотрят. То есть они находятся хотя и на одной территории, но все-таки между ними нет никакого контакта. Поэтому можно сказать, что вот это уединение такого рода. И во время этих 10 дней большая часть времени проходит именно в состоянии медитации. То есть на сон там отводится буквально порядка 6 часов, и в принципе этого действительно хватает, потому что если вы остальное время медитируете, то, ну, в общем, медитация достаточно сильно компенсирует часы сна, если вы действительно стараетесь медитировать. Собственно, попав на этот курс, у вас не будет ничего другого, как действительно медитировать, потому что ничего другого там делать, собственно, ну, невозможно. Вот. В Новой Зеландии, где я этот курс проходила 2 раза, условия достаточно комфортные, но при этом нет никаких таких вещей, которые можно было бы там, чем можно было бы себя занять. И я наблюдала, как некоторые женщины, которые действительно не могут остановить свой ум, и им все время нужно чем-то заниматься, они начинали перестирывать свои вещи буквально вот в раковине, потому что там даже стиральных машин там нет, специально нет, чтобы люди посвятили свое время именно состоянию медитации. Но не все к этому, видимо, бывают готовы, когда идут на этот курс. И некоторые не могут пересилить себя, и бывают такие случаи, что люди уезжают, но при этом это тщательно скрывается, ну, по крайней мере, в том центре, в котором я проходила випассану, это скрывается. И те люди, которые уезжают, это очень редко, буквально, может быть, 2 или 3 человека покидают обычно, может быть, на 2-й день, на 4-й, может быть, и позже, и это видно только, что в зале, в медитационном зале вдруг одно из мест опустело. И вы это, в принципе, видите только если сами сидите недалеко от этого места. Вот, то есть, по идее, с випассаны уехать нельзя. Ну, как бы это против правил. Но, конечно, бывают разные исключения. В медитационном центре, в котором я проходила випассану, как я уже сказала, достаточно комфортные условия. То есть посетители живут в своих комнатах, в отдельных комнатах. Я была там летом и зимой. Зимой там можно включать обогреватель. Условия, конечно, такие аскетические, но комфортные. Вот. Подушка, простыня, все это там есть, просто нужно приехать со своим спальным мешком, ну и с другими принадлежностями, и с достаточным количеством вещей, чтобы 10 дней там не стирать, собственно говоря. Что еще можно сказать из такого же рода
организационных вопросов. По поводу всяких других способов медитации и ритуалов, ну, в принципе, это все в правилах, поэтому вы можете почитать, если вы действительно намереваетесь посетить этот курс. То есть, когда вы едете на випассану, вы обещаете для себя, прежде всего, что вы будете практиковать именно то, что вам преподают во время этого курса. То есть, если вы практикуете что-то другое, как какие-то другие виды медитации, ритуалов, даже просто визуализацию, это не то, что не разрешается, никто же не проверяет, что вы там делаете, когда медитируете, но это просто для вас будет приносить меньше пользы. Раз уж вы на 10 дней решились на такое, чтобы провести их на випассане, то, наверное, это стоит того, чтобы научиться именно этой технике. Поэтому, если вы едете впервые, то вполне возможно, вам действительно не хватит этого опыта всего лишь одного раза посещения випассаны. Например, мне этого не хватило. Сейчас немножко объясню, почему. Да, я ехала с желанием научиться медитировать именно так, как учит випассана. То есть до этого я уже медитировала и сама, и проходила обучение у нашего местного буддийского учителя. Он тибетский монах, который здесь является резидентом, проживает в специальном месте недалеко отсюда. Но именно випассана я слышала от других людей, что это какой-то своеобразный опыт медитации, и мне было интересно. Потом мои родственники, мои близкие люди уже посетили курс випассаны до меня, причем сделали они это в России, и, в общем-то, по их опыту, а точнее по опыту моей мамы, я поняла, что эта техника действительно какая-то может быть чудодейственной. Не для всех, но для нее это оказалось так. Значит, 10 дней разбиваются так. 3 первые дня идет не випассана, а это называется анапана. То есть это специальный вид медитации, анапана. И на 4-й день уже начинают учить именно випассане. Чем они отличаются? Анапана – это такой вид медитации, когда вы концентрируете свое внимание, с закрытыми глазами, естественно, на ощущении своего дыхания, проходящего через нос. То есть наш мозг может отключить всякие мысли, когда он переходит в состояние наблюдения за ощущениями. То есть мы либо чувствуем ощущения, либо мы думаем. Это очень полезный механизм, который позволяет отключить мысли, причем довольно легко. И самые элементарные ощущения, которые можно почувствовать, которые есть у всех, это дыхание, потому что мы все дышим, и мы можем дышать сильно и чувствовать действительно такие хорошие, сильные потоки воздуха, проходящие через нос, и поэтому это может почувствовать каждый. И если сосредоточиться именно на ощущении воздуха, проходящего через нос, то таким образом мы отключаем мысли в своей голове. Но я вам скажу, собственно, в этом заключается анапана. Для старых студентов там немножко другая инструкция, когда мы сосредотачиваем свое внимание не на ощущениях воздуха, проходящего через нос, потому что это легко, а именно на ощущениях в этой точке, между верхней губой и ноздрями. Это уже гораздо сложнее, я вам скажу, потому что чувствительность в этой точке, она более... это более трудно почувствовать. Это требует большей концентрации и больше работы. Поэтому это для старших студентов. Я скажу так, что первые 3 дня, которые я провела на первой випассане, оказались для меня очень интересными и очень полезными, потому что это был мой личный опыт, у всех все по-разному, я просто поделюсь в этом видео именно с тем, что произошло со мной. Сосредотачиваясь на своем дыхании, и когда мой мозг переходил в другой режим работы, точнее мысли уходили,
я вдруг попадала на такой уровень, где я видела видения. Ну, причем не только визуальные, аудио тоже. То есть это как сны наяву. Ну, а так как я занимаюсь йогой сновидений уже много-много лет, и я таким образом общаюсь со своим высшим я, расшифровываю эти сновидения, то здесь, как бы сидя не в состоянии сна, а в бодрствующем состоянии и видя эти видения наяву, таким образом я получала, собственно, такой вот более прямой доступ к общению со своим высшим я. Причем я стала сначала видеть людей, которые сидели вокруг меня где-то в зале, совершенно случайных, как мне казалось. И я видела их внутреннее эмоциональное состояние. Я не могла понять, что происходит и вообще почему я это вижу. Поэтому я обратилась к учителю, который там всегда сидит, и спросила у него вообще, что делать с этими видениями, на что он мне тогда, это было на первом курсе випассаны, на что он мне тогда просто сказал: мы не обращаем внимания ни на какие видения, мы сосредотачиваемся на дыхании, и все. Вот. Тогда именно в первый раз мне показалось это как-то неинтересным, да? Тут вроде как видения, и они полезные, и я могу общаться таким образом, получать ответы на свои мысленные вопросы. Вот. И поэтому я, собственно, в первый раз вот эти 3 дня занималась тем, что я таким образом наладила такой контакт наяву с общением со своими гидами. Вот. Чем я потом все эти годы занималась уже с более... это было более просто для меня войти в это состояние, чем до випассаны. Но это не випассана, и это даже не анапана. Анапана – это именно концентрация на ощущениях. Вот. Поэтому в этот раз, когда я уже ехала именно с целью научиться именно той технике, которую вот предлагал учитель Гоэнка изначально, я себе дала обещание, что я буду следовать только его советам. Всякие другие виды медитации я могу практиковать дома в любое время. Там я именно для этого. Поэтому во второй раз, каждый раз, когда меня выбрасывало на этот уровень, как я поняла из этого общения, то есть это один из уровней нашего тела. То есть вот есть физическое тело, а есть уровень тела, который можно назвать ментально-эмоциональное тело. То есть каждый раз, когда мой мозг переходит в этот режим, я попадаю на уровень ментально-эмоционального тела. И, собственно, то, что я там вижу, это достаточно активная очень сфера, и там происходит очень много всего. И все мы соединены на этом уровне, поэтому я могла видеть других людей на этом уровне. Но суть не в этом. В том, что в этот раз я пыталась оттуда уйти, с этого уровня, и вернуться опять к своим ощущениям на этой точке, что было очень нелегко. Потому что годами практикуя именно то, чтобы оставаться на том уровне и не засыпать, потому что очень легко перейти в состояние сна, и общаться, я себя натренировала там, собственно, быть. А тут приходилось возвращаться назад и заниматься довольно скучным делом. Тем, чтобы сосредоточить свое внимание на вот этой точке под носом. Но для чего это делается? Это делается для того, чтобы отточить свое внимание, научиться концентрироваться. Потому что во время следующей стадии, вот самой випассаны, нужно, чтобы внимание никуда не уходило, чтобы вы концентрировались именно на работе, которую вы будете проводить во время випассаны. Поэтому первый период, первые 3 дня, собственно, мы оттачивали свое умение концентрироваться на чем-то одном, что вот в данном случае была эта точка. Еще одно интересное наблюдение, связанное с анапаной. Очень полезная практика. Если вы не пробовали, советую попробовать, концентрироваться именно вот на дыхании внутри носа. И таким образом вы можете очень много узнать о себе. Точнее, вы можете узнать о том, где пребывает ваш ум большую часть времени. Потому что вначале провести хотя бы 1 минуту полностью, сконцентрировав свое внимание лишь на ощущениях вот в этой точке,
Это практически невозможно. Ум все время уходит. И он уходит обычно в привычные свои места. И поэтому, когда вы находитесь на випассане, где, собственно, вы ничем не занимаетесь, у вас нет никаких дел, о вас заботятся в плане еды, у вас есть место, где спать, расписание, то есть вам ничего, ни о чем не нужно думать. Это специально созданы условия, чтобы вы ни о чем не думали, но при этом ум все равно куда-то уходит. И вот что вам больше всего свойственно по жизни, если, например, вы все время обдумываете, как что-то лучше организовать, это вот, например, моя проблема, то вы все равно, даже поставленные в такие условия, когда вам нечего организовывать, ваш ум будет уходить туда, чтобы пытаться спланировать что-то. Вот это вот интересное открытие. Либо вы можете думать о каких-то прошлых вещах или о ком-то, или еще что-то. Ну, в общем, это сама практика наблюдения, куда уходит ваш ум, или можно наоборот представить, что в ваш ум приходят все время какие-то гости непрошенные, и он на них отвлекается. Вот, вы можете понять, какие гости все время пребывают в вашей голове. Вот. И дальше уже решить, что с этими гостями делать, потому что далеко не всегда они званые гости и полезные. Еще одно интересное наблюдение, ну, опять же, это было лишь мое наблюдение, связанное с анапаной. И именно для старших студентов. То есть, когда были даны новые инструкции, ощущать вот именно вот эту точку здесь, точнее, воздух, который касается этой точки. А, извините меня, между ноздрями и этой точкой расстояние. И если температура воздуха, выходящего из вашего носа, и температура окружающей среды, ну, в общем, нету особой разницы, то почувствовать вот эти вот потоки воздуха очень сложно. И в первый день я просто никак не могла почувствовать эту точку. Я даже стала сомневаться в том, что у меня здесь не нарушена чувствительность в этой части лица, потому что недавно у меня были некоторые осложнения после посещения дантиста, связанные с анестезией, которую он вколол, и которая вызвала некоторые осложнения. И после вот этого воспаления у меня действительно здесь ощущения стали такими более тупыми. То есть чувствительность была ниже, чем в другой части лица. Вот это я точно поняла. Но инструкции есть инструкции, и 3 дня приходится именно выполнять то, что нужно выполнять. И я как бы практиковала, пыталась сконцентрироваться. И что интересно, что, да, кстати говоря, если у вас такая же проблема, и вы вот никак не ощущаете эту точку, то что делала я? Можно намочить свой пальчик и вот здесь поставить мокрую точку. Тогда действительно, пока она сохнет, вы чувствуете, как воздух ее касается, пока она сохнет. Таким образом, вы хотя бы понимаете, на чем именно, на каком ощущении, где вообще эта точка, как на ней сконцентрироваться. Вот. И вот практикуя это, я вдруг в какой-то момент почувствовала такие вот ощущения, как будто бы, знаете, как будто бы паук здесь прополз. И после этого моя чувствительность стала возрастать. Я стала чувствовать эту точку, и все наладилось. Вот в этом общении медитационном я получила такое объяснение, что произошло. Когда мы концентрируем свое внимание в каком-то определенном месте нашего тела, то мы сосредотачиваем там, мы фокусируем свое сознание в этой части этого тела. То есть эта часть тела стает осознанной, мы ее осознаем. И это привносит туда энергию жизни. Это очень интересно. То есть дальше, когда уже начинается с 4-го дня випассана, вот это понимание, оно объясняет вообще, что происходит при випассане. Потому что, хорошо, я перейду дальше. 4-й день объясняется практика випассаны. Здесь уже мы расширяем свое внимание, точнее, мы переносим свое внимание и начинаем пытаться ощутить ощущения в других областях тела. То есть не в носу, не в этой точке,
Сначала мы расширяем этот участок, а потом мы просто начинаем вот с макушки головы, мы берем небольшой участок и сосредотачиваемся на нем и ждем, пока мы почувствуем там какие угодно ощущения. Какие угодно это может быть, даже просто жар, или вы вспотели, вы же все равно это чувствуете, да, или холодно. Вот, это уже ощущение. У кого-то, может быть, голова болит, у кого-то вот такие ощущения, как вот паук прополз или зачесалось. Вот это все. То есть могут быть ощущения достаточно сильные, грубые, как называют их Гоенка, а могут быть такие вот почти неуловимые. Вот, и дальше мы таким образом сначала медленно учимся сканировать все свое тело. Сначала снаружи, сверху вниз, снизу вверх, а потом мы еще переносим свое внимание внутрь тела. И таким образом в течение випассаны мы учимся ощущать все свое тело. Это на самом деле очень круто, потому что мы начинаем быть осознанными на физическом плане. А вообще осознанность, да, это такое понятие, это, в нем все заложено. Вот. И осознавать свое тело, каждый его участок, каждый свой орган, это не просто слова, это просто то, что вот наполняет тело энергией жизни. Когда мы концентрируем свое внимание на определенной части тела, то мы сосредотачиваем там энергию жизни. Поэтому, собственно, я поняла для себя, что випассана – это энергетическая практика. Вы начинаете чувствовать энергию, которая проходит через все ваше тело. Если у вас есть какие-то участки тела, которые заблокированы, и вы их не чувствуете, то, привнося туда свое внимание и очень терпеливо на них останавливаясь, работая над ними, у меня, например, вот правое плечо, это вот моя пожизненная проблема. Оно даже есть немой участок, онемевший участок на правой стороне спины. И я была и у хиропрактиков, и где я только не была, вот так, всю мою жизнь. И, естественно, на випассане, где у меня оказались вот эти слепые пятна на теле, как называет это Гоенка, их нужно искать, и нужно там все-таки ждать, пока ты почувствуешь что-то. Конечно, это вот одно из моих слепых пятен, потому что прежде чем это онемение перешло на физический уровень, на уровень тела, создалась еще в далеком детстве энергетическая блокировка, то есть свободный поток энергии, который пронизывал все тело меня как ребенка, в этом месте был прерван, заблокирован. Естественно, чем вообще блокируются такие вещи? Это в результате каких-то травматических событий. Вот. Когда я нашла эту блокировку, то есть во время этой медитации, я, находя эти блокировки, я еще отслеживала, что я при этом вижу, какие воспоминания ко мне приходят, потому что они объясняли мне, в чем заключается эта проблема на ментально-психологическом уровне. Потому что не вылечив эту травму прошлого, не поработав на ментальном уровне над собой, эта блокировка, она не уберется просто простым наблюдением. Хотя Гоенка и все время обещает, что просто наблюдая за энергиями, там все уйдет, все эти санкары, он их называет санкары, я их называю блокировки, он обещает, что они все уйдут и не вернутся. Я думаю, что если травма, которая вызвала у вас определенный паттерн поведения, не ушла, и этот паттерн у вас присутствует, то даже во время медитации вы восстановите этот поток энергии, но потом, когда в типичной ситуации, которая вызвала эту блокировку, вы опять своим этим паттерном, своим реагированием, своим поведением, вы опять ее создадите, эту блокировку. То есть вы будете бегать по замкнутому кругу, но нужно именно добраться до корня блокировки и понять, в чем она заключается. Вот. Так вот, возвращаясь ко мне, моя эта блокировка изначально была вызвана очень травматическим опытом, когда мне было 4 года, по-моему, или 3, когда мне удаляли аденоиды. Вот. Это был жуткий момент, и я его просто вспомнила.
То есть я вспомнила, как я во время вот медитации, когда я над этой блокировкой работала, я увидела себя вот именно с маленького такого роста, идущую через вход в детскую поликлинику и вот проходящую через все это. Это было травматично, потому что детей тогда связывали, привязывали к стулу, в нос закапывали капли, просто которые вызывали онемение, и удаляли аденоиды. Аденоиды это как гланды, но только они лимфоузлы, они находятся там вот в носу, глубоко в носу. Вот, и такими длинными загнутыми ножницами через горло врачи отрезали вот эти вот лимфоузлы, и там кровь текла, в общем, это был ужас. То есть это как бы средневековые пытки, да, но что поделать. Вот через это прошла, и тогда был нарушен поток энергии. Поэтому, когда в других ситуациях подобных этому, даже хотя бы это посещение дантиста, скажем, возникали подобные воспоминания, это каждый раз эту блокировку усиливало. В конце концов, она перешла на уровень физического тела. Ну, раз энергия не проходит через все клетки тела, как ей надо, понятно, что тело это начнет отображать в виде всяких заболеваний. Ну, вот остеохондроз, да, мы это называем. Ну, у меня вот здесь вот возникло онемение вот этой вот части плеча. Поэтому работать в данном случае нужно не просто с точки зрения энергии восстановления, а с точки зрения того, что за травма, что за воспоминания, что за пережитый опыт вызвал вот эту блокировку. И уже работать на этом уровне тоже. Но вот в данном случае на этом уровне для меня работа заключается в чем? Чтобы вспомнить это, осознать, пожалеть себя, потому что тогда была маленькая и не понимала, что происходит. А сейчас пожалеть себя, но в то же время простить. Самое главное – это простить этот опыт и простить тех врачей, которые такое творили с детьми. Потому что, они это делали из лучших побуждений. То есть они другого способа не знали, как удалить аденоиды ребенку. И вообще, нужно ли их удалять, да как вылечить аденоиды. Они не знали. Да и сейчас, наверное, не знают, я думаю. Вот. Но, как говорил Иисус Христос, прости их, Отец, они не знают, они сами не знают, что делают. Они не ведают, что делают, не ведают, что творят. Вот по такому же принципу, да, простить, потому что они действительно не ведали, что творили, и делали это из лучших побуждений. Вот. И, собственно, таким образом, прощением и восстановлением вот этого потока любви, потому что энергия, что это за энергия, да, которая идет через наше тело, и вообще все это, вся эта реальность, это энергия любви и света и любви. Вот. Поэтому если где-то есть какая-то блокировка, это значит, там заблокирован поток любви и света. И чтобы его восстановить, что нужно привнести? Нужно привнести туда любовь. А любовь – это значит, прежде всего, прощение и любовь. Вот. Ну, что тут можно сказать? Что еще хочу добавить по поводу самой випассаны? То есть, в данном случае, как я уже сказала, я считаю лично, что то, что обещает Гоэнка, что работая вот так вот своим вниманием, сканируя свое тело, вы восстановите всю свою энергию. Я по своему опыту работы уже очень много лет работаю со сновидениями и с различными заболеваниями. Я знаю, что нужно для начала восстановить все в своей голове, в своем сердце. Тогда энергия пойдет свободно, и тело станет здоровым. Вот, а не наоборот. Поэтому, собственно, у меня возникали такие вот внутренние трения, когда я слушала по вечерам, Гоэнка читает часовой, это называется дискурс, то есть лекцию о вообще буддийской философии, о всех этих принципах, как оставаться невозмутимым и как это все само пройдет. Ну, в общем, типичная буддийская философия. Хотя он это называет законом природы. То есть он говорит, что вот все вас будут учить своим религиям и называть это истиной, а я вам как бы не религию преподаю, а я вам расскажу истину.
закон природы. Но при этом он все равно преподает вам буддистскую философию. Вот. Это меня задевало внутренне, очень задевало. Не потому, что я плохо отношусь к буддизму. Нет, я ходила даже к буддистскому монаху, училась, но я никогда не стала буддистом. Потому что я считаю, что каждая религия, она имеет свои ограничения. И если ты подписываешься под определенной религией, я буддист, это значит, ты принимаешь все, что в этой религии есть, а там очень много всего намешанного. То есть даже это учение, которое передает Гоэнка, и я ему очень благодарна, что он действительно это учение, как он говорит, от самого Будды, он его донес до нашего современного мира, до тысяч, миллионов людей по всему миру. Это его огромная заслуга. Я ему очень благодарна. Но при этом, конечно, здесь есть отхождение. Я уверена, что истинное вот это вот учение, которое сам Будда учил, он, скорее всего, говорил какие-то не только те вещи, которые вот до нас донес Гоэнка, в том числе вот это вот оставаться невозмутимым, и все само пройдет. Скорее всего, Будда такого не говорил. Все-таки, я думаю, он говорил, что делать по поводу этих блокировок и ощущений, и как от них действительно избавиться. Но до нас дошло то, что дошло, а дошла до нас техника. Вот эта вот практическая техника, которой учат на випассане. И это очень полезно, потому что, собственно говоря, это работа с энергиями. Почему я пошла на второй курс випассаны? Потому что все эти годы, 8 лет у меня был перерыв между первым и вторым курсом. За 8 лет, чем бы я ни занималась, что бы я ни изучала, я всегда приходила к одному и тому же, что энергия. Все на самом деле это энергия. Поэтому если мы хотим добраться до истоков, до первоначальной причины и поработать над ней, мы все равно будем работать на уровне энергии. Вот. Но где научиться вот этой... Меня очень интересует целительство, и не только на уровне работы с сознанием, со сновидениями и так далее, а именно целительство на уровне энергии. Меня очень интересовало оно. Но где ему научиться? Вот здесь я как бы была поставлена в полный тупик, потому что есть всякие техники, всем известные рейки и так далее, но для каждого свое, я не буду углубляться в эту тему. Вот. Но пойдя на випассану, я не представляла, что на самом деле я именно найду там то, что я искала. То есть как работать с энергией. Именно на себе. И здесь я понимаю, что у всех будет свой уникальный опыт. Некоторые могут даже и не почувствовать этих потоков энергии ни в первый раз, ни во второй раз. Хотя я сомневаюсь, что если вы второй раз вы сидите в випассану и все-таки не почувствуете энергию, вот это я сомневаюсь. Скорее всего, вы не зря пойдете на вторую випассану, значит, вы уже чего-то чувствуете. Вот. Но у каждого здесь будет свой опыт. Но это настолько полезно чувствовать энергию в своем теле, потому что если у вас что-то болит, и в этом месте, то есть не пробивается, не проходит энергия, то во время практики випассаны вы будете чувствовать эту область. Как, я не знаю, у каждого свое. У меня, например, была вывихнутая коленка. Год назад я подскользнулась и вывихнула себе левую коленку. Поэтому я с трудом представляла, как я буду сидеть на випассане, скрестив ноги. Я вообще не такой человек, который сидит на полу. Но через 3 или 4 дня моя коленка, она прошла. То есть сначала были боли, во время випассаны. То есть я не могла даже повернуть колено, как требуется, чтобы сидеть, скрестив ноги. Но работая вот на уровне энергии, я сразу почувствовала, что там блокировка энергии, там блокировка энергии. И в принципе, я, честно говоря, так как я работаю над собой уже много лет, и сновидения мне раскрывают очень много причин моих проблем, в том числе физических, я знаю, откуда они берутся на ментальном уровне, на ментально-эмоциональном уровне. Поэтому я знаю, в чем проблема. Это не просто вывихнутая коленка, да? Это гораздо больше. Там блокировка энергии, которая создана именно моим способом мышления, реагирования, своим восприятием себя.
вот, связанная с левой ногой. Конечно, в этом видео я не буду об этом рассказывать, потому что это личное, но именно работая на випассане на уровне энергетики и восстанавливая энергетику в левой ноге, я также понимала причины, где на ментальном уровне это заблокировано, что это за паттерн сидит такой неблагоприятный. Но в конце концов я стала спокойно ее поворачивать, и, в общем-то, она у меня восстановилась. Не могу сказать, что у всех будет такой же опыт. Каждый с випассаной приходит со своим опытом. Вот. Есть люди, которые уже обладают активированным телом в плане работы с энергией. Сейчас это далеко не секрет, но сейчас в наше время, вот в эти годы, после 2012 года особенно, у очень многих спонтанно возникает пробуждение кундалини. Если раньше, скажем, в прошлых веках этому обучали очень таких эксклюзивно отдельных людей, которые были к этому готовы, потому что опыт пробуждения кундалини, он, в принципе, может вас убить. Вот это еще тот опыт, но это заслуживает отдельного видео, и не знаю, я не совсем, наверное, склонна к тому, чтобы делиться этим. Но те, кто прошли через опыт, знают, что это такое. И поэтому, если вы один из тех людей, у которого пробужденная кундалини, и вы посетили випассану, вы понимаете, о какой энергии я еще и говорю. То есть это не только энергия, которую вы ощущаете, проходящую сверху вниз, снизу вверх, в каждой клеточке своего тела, это еще ощущается и кундалини, самое настоящее. Ну, вы знаете, что это такое. Поэтому хочу вас предупредить, что, возможно, вы умеете уже двигать энергией своим умом. На первой випассане я этого не подозревала, и по всей своей наивности я как бы следовала инструкциям четко. Когда в конце, уже в последние дни випассаны, Гоенка говорил, что нужно как бы sweep, ну, на русский, по-моему, это перевели словом скользить, да, скользить внимание вниз, вверх, там, снаружи, внутрь, вот так вот. То есть как бы sweep это как бы как метлой, вот так вот, вверх, вниз метлой, слева направо. Я так и делала. Но я при этом не знала, что я могу эту энергию свою, что я ей на самом деле управляю, и я ее направляю туда-сюда. То есть я не внимание свое направляла, а своим вниманием направляла энергию. Я себе такой дисбаланс в последний день устроила, что у меня была страшнейшая головная боль. Вот. Поэтому если вы обладаете этой способностью двигать энергию, то предупреждаю, что осторожненько нужно. Именно если внимание, то это внимание, оно вот внимание. Но это не то, что вы эту энергию туда двигаете, потому что, не зная, что вы делаете, как вы ее двигаете, куда, вы можете себе навредить, возможно. Вот, еще одна интересная вещь. Гоенка рассказал, что он вообще сам на випассану попал, потому что он не мог справиться с жуткими мигренями. То есть он на морфии сидел, его врачи по всему миру не могли никак ему не могли помочь, и он поэтому пошел на випассану, потому что кто-то ему подсказал, что там он может себя исцелить. Вот. Он на випассане не говорил, исцелил он себя от мигрени или нет, но я не сомневаюсь, что исцелил. Ну а вообще, то есть, как я сказала, и как, наверное, понятно из моего видео, второй опыт посещения випассаны оказался для меня очень-очень полезным. Поэтому, если вы вообще думаете, нужно ли сходить на випассану или нет, да, я рекомендую, естественно, хотя бы даже один раз вы научитесь медитировать, по крайней мере. Вот, вы научитесь отключать свой мозг от мыслей чисто вот этой простой практикой концентрации на дыхании, на ощущении дыхания. Вот. И, естественно, для этого не нужно ехать никуда и уединяться, но в тех условиях вы просто себя заставите этим заняться. То есть вашему уму некуда будет уйти. 10 дней вы будете там сидеть и именно этим заниматься. Вот. Такое погружение, оно очень полезно. Вот. И если вы уже были на випассане и как бы не отпугнулись
этим опытом и подумываете о том, что стоит ли пройти вторую, очень рекомендую, потому что это действительно следующий уровень. Не только из-за того, что слегка другие инструкции дает. Инструкции действительно немножко отличаются. Но именно другое понимание уже возникает, когда сидишь на випассане во второй раз. По крайней мере, у меня это было так. Вот. Ну, я надеюсь, что я все рассказала, чего я хотела рассказать. Там, конечно, много всего, о чем можно было бы еще поговорить, но я закругляюсь на этом. Вот. Всем здоровья и осознанности.